Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Вышла новая ветка китайская тяжелых танков в обновлении 1.19.1, вот, и сегодня у нас обзор первой тачки, она 7-го левела ветки, начинается с БЗ-58, вот такой вот танчик, красивый, я считаю, у нас... Вот как по мне, на 7-х левелах среди тяжелых, да и любых других танков, семерки именно, все страшные. А этот какой-то прям красивый. Вот. Ну и начнем мы сегодняшний обзор. БЗ-58, конечно же, с бронирования данного агрегата. Погнали. Итак, коллижен модель нашего БЗ, да, 58. Ну и начнем с корпуса. НЛД у нас 75 мм приведенки. 111, 107 вверху, учитывайте вот эту планочку, переход между НЛД и ВЛД, здесь 218, 202, ослабленный НЛД, даже не анти-СТ, вас сюда будут рвать все. ВЛД у нас 70 мм, но под хорошим рикошетным углом, давайте вот так его правильно поставим, вот так. 197 до 230 здесь, люкный ход 212, система пишет рикошет, это очень крутая броня. Многие тяжелые танки 8-9 левела могут только позавидовать такой броне. По правилу 3 калибров вас пробивает орудие от 210 мм. Поэтому, ну, блин, ВЛД шикарный, просто шикарный. По поводу башни. Маска орудия крепкая 419. Планка наверху у нас 192, 50 мм по правилам 3 калибра, только орудие от 150 мм вас сюда пробивать будет. Вот эти боковые 370 рикошет, вот 216 уже пробиваются, да, и ближе к орудию 220, они под прямым практически углом. И это ахиллесова пята этого танка, вот эта вот зона, да, ну сюда если еще будут стрелять подколами, может иногда что-то рикошетить будет, но если будут ББХами, сюда ББХом с бронепробитием от 220 вас 100% всегда будут пробивать. Казалось бы, очень шикарная, красивая ВЛД. И совсем хреновое дело у нас здесь. Соответственно, эта броня более-менее будет играть, когда вы будете стоять где-то на возвышенности. И УВН и танка есть. И вы от УВНов будете отыгрывать, да, помню, шикарно. ВЛД. И, соответственно, здесь брони чуть-чуть побольше станет, но не намного. Потому что все-таки прямые углы. Поэтому, ну... Ослабленная зона этого танка. Боковое бронирование 70, танковать от борта он вполне спокойно может, через каток не бьется. Так что еще раз резюмируем. Слабое НЛД, не стреляем в переход, ни в коем случае. Не стреляем этому танку в ВЛД, ни в коем случае. Не стреляем в крышку, люк здесь очень тоненький, 100, он находится в задней части башни, попасть туда тяжело. То есть стреляем все, что связано рядом с орудием, слева и справа, в башню. Это самое наверняка, что называется, пробивать этот танк. Вот такое бронирование. Так, с броней разобрались. Вот, давайте смотреть основные модули. У нас здесь прилагается две пушки. У нас танк 7 уровня. Вот, пожалуйста, 7 уровня соответствующая пушка и 8. Разница в альфе. Да, разница. 220, 320, бронепробитие. Здесь существенно, естественно, больше на пушке 8 левела. И как играть на стоковом орудии, даже против себе подобных, которых сейчас в рендоме будет очень много. Вот на этой пушке будет тяжело, реально тяжело. Поэтому, безусловно, лучше заходить на танк с свободным опытом и сразу прокачивать 100 миллиметровку. Да, она дольше заряжается, но бронепробитие и альфа будет решать. Понятно, что дольше, ну, постоите там, подождете, но зарядите и жахнете и пробьете. Вот, ДПМ здесь, казалось бы, ниже 1536, но на этой пушке будет играть реально комфортнее. Хотя здесь выше и точность, и даже время сведения. По полевой мы... Так, стоп, полевая, давайте башня. Разница у нас в чем по башням? Ну-ка смотрим. Так. Обзор на 20 метров больше и броня во лбу больше. Обязательно качать и прям рядом с пушкой
Вот эти два модуля одними из первых надо качать. Рацию 600 метров дальность, здесь 525, не самый важный модуль, причем разница небольшая. В самый последний момент, если хотите сделать танк элитным, выкачать, то в самый последний момент рацию. А вот двигатель 700 лошадей против стоков 600, топовый двигатель вам процентов 15 может подвижности дать. А здесь у нас 26 градусов, здесь 24, плюс 2 градуса. Если без ходовой ставить топовое орудие, я, кстати, не посмотрел, когда прокачивал и башни, то можно качать по принципу пушка, башня, движки. Вот. И потом только ходовая и рация. По полевой модернизации: вездеходная ходовая, притирка шестерни наведения, звукоизоляция. Это 7-й левел, второй слот мы взять не можем. Что касаемо оборудования. Семерка, как и все последующие танки этой ветки, восьмерка, девятка, десятка, ставится только один комплект. В основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость, всегда ставите закалку. Всегда на все 4 танка ставите досел. И на все 4 танка ставите турбину. Вы скажете: зачем турбину-то ставить? Там же ракетный двигатель. Да, и всего лишь 3. На 7-м дальше еще не смотрел, сколько там ракетных двигателей. Но они имеют свойство заканчиваться. А бой может быть длинным, да. И без турбины ездить 30 км в час, ползать по карте, такое себе удовольствие. 34-то мало, поэтому я считаю турбину, и ничего даже выдумывать не надо, только этот комплект. По снарядам основной ББХ летит почти 800 метров в секунду. Маловато, конечно, голда здесь приятная, 990. Да я и думаю, в основном сейчас на семерке, чтобы побыстрее прокачать ветку, все и будут катать на подколах, на голде. Никто с этими ББХами даже заморачиваться-то и не будет. Снаряжение: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, 4 члена экипажа. Вот 4 члена экипажа, перки вы сейчас наблюдаете перед собой. По пушке у нас, значит, минус 10 УВНов есть, и это круто. По ХП у нас 1380, и как для тяжелого танка 7-го левела, на мой взгляд, маловато. Могли бы побольше накинуть. Мне всегда мало ХП. По подвижности все уже мы поняли, да. 34 с турбиной вперед, 14 назад с турбиной. На ракетном двигателе вперед аж 51. Вот, 14,5 лошадей на тонну в режиме без ракетных двигателей, удельная мощность 36 лошадиных сил на тонну в режиме ракетного двигателя, удельная мощность. Прикольно, конечно, на ракетах он едет прям шикарно. По обзору у нас 356 метров, как для семерки на тяжелом танке. Это, в принципе, стандартный параметр. По плюсам, минусам машины. Хорошая ВЛД, у нас есть УВН, можно играть, да. Много плюсов в башне, маленький люк, верхняя крышка не бьется, щеки, но большой, самый жирный минус — это, конечно, бронирование рядом со стволом. Сюда этот танк, а вы будете играть от УВН, и будут все бить. Поэтому по броне, в принципе, от борта и тоже играет, ну, наверное, больше все-таки плюс. Будут выцеливать, пробивать, безусловно. Но по броне в целом все равно, наверное, плюс. Хотя и плюс, и минус. Много ослабленных зон, и они такие прям существенные. Дрявые НЛД. И прям вот здесь это, ну, жесть. Ладно, по подвижности в целом плюс, потому что ракетные двигатели позволяют занимать позиции. А дальше на турбинке вы, ну, какие-никакие там 34 км в час ползать-то будете. По пушке УВН есть, снаряды быстрые, я здесь рассматриваю только голду, подколы, нахер они, ББХи эти не нужны, есть. Ну, нормальная альфа, в принципе, 320 есть, по пушке плюс. По обзору тоже плюс, все соответствует, по количеству ХП тоже стандарт соответствует плюс. По сути-то у нас в основном плюсы по танку. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, а как БЗ-58 себя чувствует в рендоме. Где сейчас, кстати, будет куча таких танков напротив, я думаю. Погнали. Так, попали на заставу. Господи, сколько БЗ-58. Вы посмотрите, с каждой стороны 7 танков. У нас обзор боем
Новая китайская ветка. Семерка. Семерка. Тяжелый танк БЗ-58. По 7 танков с каждой стороны. Ух. Одна арта есть. Ну и ладно. К шестеркам занесло. Сейчас мы ее затестим. Да. Интересный бой намечается. Поедем тяжем перестреливаться. Правильно же? Правильно. Пацан не знает, что тут ракетные двигатели есть, наверное. Ух, как прет. Тихо. Ух ты. Да что ж такое-то? Наполучал я, да. Наполучали мы. Отошел. Не попал я. Ну что такое? Блин, должен был пробивать. Куда снаряды-то летят? Пробитие, да. Есть. Косарь 200 настреляли. Крутые. Но на голде. Не знаю, как это на ББ бы было. Еще зашло. Ой, хорошо зашло. Вначале меня, конечно, подраздамажили, но мы собрались. Наши наступают. Все. Ну чё, ребята, 2К не стыдно урона. Наши поджимают. Добро. Это хорошо, еще по мне арта не стреляла.
Так. Че, наши там запушить должны? Все, готов. Выползаем. Не, ну сейчас без меня их там всех убьют. Ну что это такое-то? Мне оставь что-нибудь. Ну все. Ну ладно, 2К дали. Чё? Короче, слабые эти танки. Голдой собственные с этого же орудия бьются. Вот. Подрезюмировать можно. Слабая броня. Когда собственное орудие пробивает, тут даже что и говорить. Рикошет. Все, отыгрался. Ну все, победа. Шкодочка осталась. Она вон она где. Короче, пушка, собственная пушка танка, собратьев таких же пробивает и в башню, и в корпус. Правда, на голде очень приспокойно. Вот. Ну, по подвижности однозначно надо ставить турбину. Ракетный двигатель спасает только при занятии позиций. А вот чтобы потом доигрывать и не ползать 30 км в час, нужна турбина в любом случае. Это второе. И третье. Не знаю, как он будет играться против других танков, но как мне кажется, во-первых, медленный доигрывать. Это факт. Не нравятся мне вот эти пятачки, он сюда бьется, пробивается вот сюда в легкую. Голдой будут шить его сюда абсолютно все. Да, в ЛД еще что-то там, наверное, даже иногда рикошетить будет. Щеки тоже, но под колами стрелять надо именно ближе к пушке. Вот. Слабоватенький он по броне. Я думаю, его рвать будут даже на 7 уровне. Хотя посмотрим, там на 7-то инвалиды, советские танки тяжелые сравнивать. Не попались они нам сейчас в перестрелке. Сейчас первые дни, безусловно, будут все катать на китайцах. Ну, как-то так. Ребят, кто уже начал ветку прокачивать, пишите свои мысли по поводу оборудования. Я считаю, что ничего другое здесь не зайдет. Именно это. Вот. Но нужно, чтобы рендом немножко расслабился. Выкатили тяжелые танки других наций. И тогда уже будет понятно, как эта машина себя чувствует. Против таких танков, как там всякие ИСы, там и... понятно, что он себя чувствовать будет нормально. Вот. Против себе подобных слабоват. Прям подколы заряжаешь и рвется во все щели просто. Вообще везде залетает. Сами видели сейчас в бою. Вот. В принципе, тачка, наверное, будет интересная все равно. Когда их поменьше в рендоме будет. Против других наций танк будет играться, я думаю, неплохо. Прям реально неплохо. Учитывая ракетные двигатели, учитывая хорошие снаряды быстрые, все пробить. Короче, нормально будет играться. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.